Никогда не задавались вопросом, как стать хиканом? Нет? Вот и я нет, но на самом же деле да. И я узнал, как стать хики, предварительно забив в это в поиск. Чтобы вы понимали, кто такие хики, это отшельники, только обитают в комнате, а не в лесу, и едят дошики, а не грибы. Тут особо утруждаться не надо, и чтобы стать хики, тебе всего лишь надо изолироваться от общества. Многим это дается как два пальца обоссать. По факту почти каждый из нас наполовину пожилой хикан, но называть себя хикой не стоит только потому, что ты, заперевшись в комнате, смотришь хентай. Чтобы полностью преисполниться в данном марафете, надо запереться в комнате и отказаться от таких потребностей, как жрать, срать, спать. Ну я хз, я сижу в подвале уже 9 месяцев и прекрасно себя чувствую. Никаких расстройств я не замечаю. А еще хиканы в простонародье называются нахлебниками ебаными. Итак, подойдем к главной теме ролика. Чтобы стать хикиамори, запасись хавчиком на ближайшие 2 года и заранее установи место заседаний и вечных раздумий. Толкан. Он тебе пригодится. Далее, чтобы не было скучно, заранее составь список аниме также на ближайшие 2 года. Ну или хотя бы на полгода. Никаких разговоров в соцсетях, никакого солнечного света, никакого живого общения. Только ты и Хентыч. Но лучше не становиться хикой, так как твой эволюционный рост пойдет к первобытному началу. И когда твой скелет найдут сидящим за компом, люди отнесут твои кости в музей. Когда ты станешь хикинамори, поначалу будет прикольно, необычно, а потом ты будешь сидеть на толкане, записывать все в свой дневник. Дорогой дневник, я не видел солнечного света уже 2 месяца. Или больше, я уже сбился со счета. Ну и по фактам плюсы и минусы быть хиканом. Плюсы заключаются в том, что... Да, собственно, я хуй знаю. Из минусов подчеркну только то, что ты останешься без своей вайфу, потому что хиканы не приучены к элементарному флирту, а все попытки махать ластами перед мадамой будут приняты как признак психически больного человека. Так что объясняю по факту, лучше не становиться хикиамаром, иначе ты не увидишь все прелести этой ебучей планеты. Останешься один до конца жизни, так что хватай от жизни все или прими судьбу хики и записывай все в свой дорогой дневник. Но все же, если ты принял судьбу одинокого волка, то поставь дизлайк, и следующий ролик научит тебя быть человеком. И есть малейший шанс того, что ты окажешься везучим, и у тебя будет судьба из заядлого хикана из кошечки из Сакурасу. Я хуй знает, как его зовут. Но если ты не понял, что происходит в видео, то ставь лайк. Наберем 5 лайков, и я выйду в окно.